Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске разрушительные наводнения и снегопады в Италии, сильное землетрясение в Индонезии, циклон Эрминио и полевая буря в Греции и Египте, а также наводнения в США и пожары в Таиланде. Начало апреля обернулось для Центральной и Южной Италии настоящим испытанием на прочность. Мощный циклон принес разрушительные наводнения и оползни, парализовав жизнь сразу в нескольких регионах. Одной из самых критических точек стал регион Абруццо, где разбушевавшаяся река Азента вышла из берегов, полностью затопив стратегически важную железнодорожную ветку Пескара-Фоджа. Движение поездов на участке между Порто-ди-Васта и Фоссачезией было остановлено. Ситуация на дорогах оказалась не менее драматичной. Яростные потоки воды буквально стерли с лица земли мост через реку Тринью, что привело к полному разрыву сухопутного сообщения между Абруццо и Молизе. В самом Молизе на трассе Фоссалтино стихия обрушила часть мостовой конструкции и дорожного полотна. Лишь благодаря своевременному закрытию опасного участка удалось избежать человеческих жертв. Стихия не пощадила и южные провинции, где наиболее тяжелая обстановка сложилась в Базиликате. В городе Раполло оползень вызвал обрушение подпорных конструкций и участков дорог в районе улиц Виа Мельфи и Виа Лечче. Каменные обломки протаранили стену жилого дома. Несмотря на серьезное разрушение зданий, чудом обошлось без пострадавших. Однако спасатели экстренно эвакуировали 3 семьи, чьи дома оказались на краю разверзшейся пропасти. В условиях непрекращающихся дождей инженерные службы и отряды гражданской обороны работают в режиме предельного напряжения, пытаясь сдержать натиск воды и восстановить разорванные стихией связи между городами. Ситуация в Италии осложняется аномальными погодными контрастами. В то время как прибрежные районы уходили под воду, в Апеннинских горах на высоте более 1000 метров бушевали метели, которые оставили после себя метровые сугробы. Аномальный циклон заставил линию снега опуститься до рекордно низких отметок. Пушистые хлопья заметали склоны на высотах значительно ниже 1000 метров, что стало полной неожиданностью для регионов Абруццо и Молизе. Эпицентром стихии стал знаменитый город Капрокотта, который в очередной раз подтвердил свой статус одного из самых снежных мест Европы. Здесь разыгралась яростная метель, за считанные часы укрывшая улицы многометровыми сугробами и парализовавшая движение транспорта. Видимость в горах упала практически до нуля, а резкое падение температуры создало опасную ледяную корку на дорогах. Экстренные службы работают в усиленном режиме, расчищая завалы и восстанавливая связь с отрезанными от мира горными поселениями. Семь вагонов пассажирского поезда Челябинск-Москва сошли с рельсов в Ульяновской области. В поезде находились 415 пассажиров. Пострадали 22 человека, среди них есть ребенок. Инцидент произошел в Чердаклинском районе на станции Бряндино. Всего в составе было 15 вагонов. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Причины происшествия устанавливаются. Движение на участке было приостановлено. Мощное подводное землетрясение потрясло восточную часть Индонезии. Эпицентр находился в море примерно в 128 километрах к северо-западу от города Тернате в провинции Северная Малуку, на глубине около 35 километров. Геологическая служба США оценила магнитуду события в 7,4. Сразу после основного толчка власти Индонезии объявили предупреждение о цунами для прибрежных районов Северного Малуку и Северного Сулавеси. В течение последующих часов в 5 различных локациях были зафиксированы небольшие волны цунами, максимальная высота которых составила около 75 сантиметров в округе Северная Минахаса. На данный момент подтверждена гибель как минимум 1 человека. В городах Манадо, Битунг и Тернате зафиксированы структурные повреждения зданий. Спасатели продолжают обследовать отдаленные деревни для оценки полного масштаба ущерба. Друзья, у нас есть более подробное видео по данному событию. Ссылку на него вы можете наблюдать в верхнем правом углу экрана или найти в описании к данному видео.
Западная часть штата Нью-Йорк столкнулась с разрушительными последствиями мощного штормового фронта, принесшего аномальные проливные дожди. В эпицентре стихии оказался город Рочестер и прилегающие к нему районы. Стремительный подъем уровня воды спровоцировал масштабные подтопления. Критическая ситуация сложилась в Ливонии. Вышедшие из берегов реки затопили частные домовладения, превратив дворы и подвалы жителей в зоны бедствия. Аналогичная картина наблюдается в Хониэй-Фоллс, где разлив ручья Хониэй-Крик привел к затоплению городских улиц, парковок и значительных площадей сельскохозяйственных угодий. Наиболее тяжелая обстановка зафиксирована в округе Аллигени. Основной удар пришелся на северные города округа Канидия, Хьюм, Грейнджер, Бёрнс, Гроув и Алмонд. Здесь дорожная инфраструктура получила серьезные повреждения, десятки дорог остаются частично разрушенными, а ряд ключевых магистралей полностью закрыт для движения из-за непроходимости. Муниципальные службы официально подтвердили закрытие нескольких участков трасс, при этом как минимум в одном случае спасателям пришлось проводить экстренную операцию по эвакуации людей из затопленного жилого дома. Паводковая активность также затронула районы Батавии и Буффало, охватив округа Монро, Ливингстон и Онтарио. Гидрологи фиксируют опасный подъем уровня воды в реке Дженнесси и ряде других водных артерий региона, показатели которых значительно превысили критические паводковые отметки. На данный момент экстренные службы продолжают оценивать масштаб ущерба и ведут работы по восстановлению транспортного сообщения. Жителей призывают избегать поездок через затопленные территории. В самом сердце Сингапура, внутри знаменитого комплекса Marina Bay Sands, расположилось истинное торжество инженерной мысли – гигантский фонтан Rain Oculus или «Дождевой глаз». Это не просто декоративный элемент, а колоссальная акриловая воронка диаметром 22 метра. Снаружи, на открытой площади, вода закручивается в высокоскоростной водоворот, а затем с оглушительным рокотом обрушивается прямо в центр торгового зала. Созданный художником Недом Каном и архитектором Моше Савди, этот объект весом более 90 тонн каждую минуту пропускает через себя около 22 тысяч литров воды, превращая обычный ливень в гипнотическое шоу. Однако за внешней эффектностью скрывается строгий прагматизм. Rain Oculus является ключевым звеном экологической системы здания. Фонтан собирает тропические осадки, которые затем фильтруются и используются для технических нужд и охлаждения помещений, делая этот шедевр не только визуальным магнитом для миллионов туристов, но и образцом устойчивой архитектуры будущего, где стихия работает на благо человека. Вечер 2 апреля стал настоящим испытанием для жителей Тасикмалаи в Западной Яве. После нескольких часов экстремальных ливней, обрушившихся на регион, город буквально ушел под воду. Основной причиной катастрофы стал выход из берегов реки Чикаданг, которая не справилась с колоссальным объемом осадков и превратила улицы в бушующие потоки. Ситуация в центре города стала критической. Главные транспортные артерии оказались полностью заблокированы, а уровень воды в некоторых районах поднялся настолько высоко, что движение любого транспорта стало невозможным. Плохая работа дренажной системы лишь усугубила положение, оставив жителей один на один со стихией. Социальные сети мгновенно заполнились кадрами затопленных домов и плавающих автомобилей. Жители выражают резкое недовольство состоянием городской инфраструктуры, которая традиционно не выдерживает сезонных дождей. Пока город пытается оправиться от одного из самых серьезных подтоплений за последнее время, спасательные службы работают в усиленном режиме, пытаясь эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов. Египет оказался в эпицентре мощного атмосферного фронта, вызванного сезонным ветром Хамсин, который принес с собой гигантские облака пыли и песка из Сахары. Плотная завеса охватила не только Каир и Гизу, но и популярные курорты Красного моря, окрасив небо в апокалиптический оранжево-красный цвет. Стихия нанесла серьезный ущерб городской инфраструктуре. Шквалистый ветер, порывы которого достигали 40-60 км в час, валил рекламные щиты, деревья и опоры линий электропередач.
Видимость на ключевых автомагистралях, включая трассы, связывающие Каир с другими провинциями, серьезно снизилась. В ряде мест она составляла менее 500 метров, что заставило власти временно ограничить движение транспорта. В туристических зонах Хургады и Шарм-эль-Шейха отдыхающие были вынуждены покинуть пляжи. Администрация отелей ввела запрет на купание и отменила морские экскурсии из-за сильного волнения в Средиземном и Красном морях. Метеорологическая служба Египта предупредила, что мелкодисперсная пыль в воздухе представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно для людей с респираторными заболеваниями, и рекомендовала жителям и гостям страны не покидать помещение без необходимости. Эта же пылевая буря, получившая название Эрминио, ранее накрыла Ливию и греческий остров Крит, превратив дневной свет в кроваво-красные сумерки. Мощный циклон Эрминио, обрушившийся на Грецию 1 апреля, привел к серьезным последствиям в ряде регионов страны. Особенно сильно пострадал остров Порос в Аттике, где проливные дожди вызвали масштабные наводнения. Из-за интенсивных осадков улицы острова превратились в стремительные потоки воды. В результате стихии обрушился небольшой мост. Несколько автомобилей были унесены водой, а десятки жилых домов оказались затоплены. Спасатели эвакуировали 2 пожилых людей из затопленных зданий. На следующий день на острове продолжались работы по ликвидации последствий удара стихии. Власти приняли решение временно закрыть школы в качестве меры предосторожности. Циклон затронул не только Порос, но и другие острова, включая Сикинос, Идру и Кимолос, а также материковую часть страны. К сожалению, в результате разгула стихии есть жертвы. В районе Неа-Макри, к северо-востоку от Афин, было обнаружено тело мужчины, оказавшегося зажатым под автомобилем. На планете зафиксированы геомагнитные возмущения среднего уровня. Их причиной стал поток быстрого солнечного ветра, поступающий из корональной дыры на Солнце. По оценкам, буря может продлиться около 3 суток. При этом в ночь с пятницы на субботу ожидается усиление активности. К Земле приближается слабый выброс солнечной массы. Природа вновь продемонстрировала свою необузданную мощь в китайской провинции Гуйчжоу, обрушив на регион штормовой фронт с градом аномальных размеров. Мощная конвективная система, зародившаяся в условиях столкновения прогретых весенних масс воздуха и холодных верхних слоев атмосферы, превратила небо над городами в свинцовое марево. Ледяные снаряды, размер которых в отдельных районах достигал величины куриного яйца и даже крупнее, с оглушительным грохотом обрушились на жилые кварталы и сельскохозяйственные угодья. В Гуйяне и прилегающих уездах стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре. Град разбивал стекла автомобилей, пробивал крыши построек и уничтожил весенние посевы, лишив фермеров надежд на ранний урожай. Метеорологические службы, заранее объявившие оранжевый уровень опасности, зафиксировали порывы ветра скоростью 25 метров в секунду, которые вместе с ливнем спровоцировали локальные наводнения в низинах. Несмотря на то, что этот ледяной шторм уже называют одним из самых яростных проявлений весенней непогоды в регионе за последние годы, оперативная работа спасательных служб и своевременное оповещение населения позволили избежать массового травматизма. Северные регионы Таиланда столкнулись с беспрецедентным экологическим кризисом, вызванным масштабными лесными пожарами. Эпицентром бедствия стала провинция Чиангмай. Было зафиксировано рекордное количество активных термоточек – 303 очага возгорания. Наиболее критическая обстановка сложилась в районах Самоинг, Мэтэнг, Прао и Чангдао, где огонь стремительно распространялся по труднодоступным горным склонам. В связи с угрозой населенным пунктам власти были вынуждены официально объявить районы Самоинг и Хот зонами бедствия. Это позволило оперативно привлечь дополнительные ресурсы для борьбы со стихией. Тем не менее, ситуация продолжила ухудшаться. Пламя охватило новые лесные массивы в высокогорных районах Чангдао. Сообщается, что общая площадь выжженных земель в регионе превысила 15 тысяч гектаров. Несмотря на усилия спасательных служб, которым все же удалось частично локализовать наиболее опасные участки, общая обстановка остается крайне
крайне напряженной. Тушение осложняется сильным ветром и засушливой погодой. Помимо непосредственной угрозы огня, север страны задыхается от густого смога. Уровень загрязнения воздуха в Чангмае и соседних провинциях многократно превысил безопасные нормы, превратив регион в зону экологического бедствия. Правительство усилило меры по борьбе с незаконными поджогами травы и лесов, однако смог продолжает оказывать серьезное давление на здоровье местных жителей и туристическую отрасль. Утром 3 апреля на вулкане Шевелуч произошел пепловый выброс. Столб поднялся до 11 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. Взрыво-экструзивное извержение продолжается. В северной части лавового купола по-прежнему растет новый блок лавы. Спутниковые данные показали, что облако пепла двигается к северо-востоку от вулкана. Шевелучу присвоен красный код авиационной опасности. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.